Канал «Автозакордон зимой и летом» и ваши гиды Татьяна Андреева и Константин Красовский забрались в горы. На этот раз в Словакии. В данном выпуске мы начинаем делиться лайфхаками для тех, кто путешествует на автомобиле или иным образом. Если вы досмотрите это видео до конца, то узнаете об одном лайфхаке для путешественников и получите подарок. Въезжаем в Банскую Штявницу, средневековый город посреди гор. Банска Штявница была центром добычи драгоценных металлов в Венгрии, а потом в монархии Габсбургов. Город расположен в кальдере вулкана. 13 миллионов лет назад произошло извержение. Горные породы вокруг жерла вулкана обрушились. Образовалась кальдера, впадина круглой формы. Обнажились рудные жилы с большими запасами серебра, золота, свинца и цинка. Еще в XII веке эта область упоминается как Terra Banensium – земля горняков. И слово «Банска» означает «горняцкая». Банскую Штявницу называли также «серебряным городом». Понятно, что владеть таким городом хотели многие правители. Для защиты от турецких набегов были построены старый и новый замок. Старый замок находится у подножья горы Парадайс. Церковь в этом замке была возведена еще в XIII веке. На несколько сотен метров дальше находится сторожевая башня. Она названа Новый замок. Это ренессансное здание с 4 бастионами. Город рос, но запасы руды у поверхности постепенно истощались. Нужно было разрабатывать новые методы ее получения. В 1627 году при добыче полезных ископаемых здесь был использован порох. Это произошло впервые в мировой истории. На верхушке этой башни, построенной в 1681 году, не крест. Это шахтерские молотки. В башне помещался звуковой механизм, называемый клапачка, то есть стучалка. Он будил шахтеров на утреннюю смену. Потом здесь была тюрьма, а сейчас размещается чайная. Подъезжаем к зданию ратуши с часовой башней. Вопреки традиции, минутная стрелка часов короткая, а часовая длинная. На Ратушной площади стоит скульптура Девы Марии. Рядом на стене барельеф о шахтерской истории города. Среди прочего, там изображены символы города – серебряная и золотая ящерицы. По легенде, они указали жителям на самородки. Больше всего достопримечательностей Банской Штявницы сосредоточено между Ратушной площадью и площадью Святой Троицы. Посреди площади Троицы, окруженной старинными домами горожан, высится Троицкая колонна или чумной столб. Он был установлен как символ избавления от эпидемии. К концу XVIII века Банска Штявница была третьим по величине городом Венгрии. Но постепенно запасы руд все же исчерпались. Последнюю шахту Штявницы закрыли в 2001 году. Население города сокращалось. К настоящему времени Банска Штявница – это сохранившийся город XVIII века. Но он привлекает многочисленных туристов. Рядом с ратушей церковь Святой Катарины. Она построена в конце 15 столетия. В XVI-XVII веках она была лютеранской. Богослужение там велось на словацком языке, поэтому эту церковь называют словацкой. Но во времена контрреформации церковь вновь стала римско-католической. Это же происходило и с другими храмами, например, в польском городе Торунь. Напротив церкви Катарины протестантская евангелическая церковь аугсбургского вероисповедания. Храм этой конфессии мы также видели во Владславике, Польша. Синагога была построена в конце XIX века, однако с 1941 года она не используется в религиозных целях. Словакия в те годы была союзницей гитлеровской Германии. Она проводила политику депортации и уничтожения евреев, так же как в Люблине, Жешове и других городах под властью нацистов. Неподалеку расположена еще одна католическая церковь. По канонам,
Ее название должно переводиться как «Церковь Успения Пресвятой Богородицы». Но на словацком языке это звучит красивее. Костел на небовзятие Девы Марии. Храм также называется немецкой церковью и действует с XIII века. Первоначально это была трехнефная романская базилика. Несмотря на многочисленные реконструкции, церковь сохранила свой романский план. Некоторые части каменной кладки до сих пор являются оригинальными. Выше по склону расположены здания учебных корпусов. В 1762 году здесь была основана Горная академия. Это был первый подобный вуз в мире. После ряда реорганизаций она превратилась в лесотехническую академию. К сожалению, по нынешнему состоянию зданий видно, что лучшие годы этой академии остались в прошлом. В Банской Штявнице есть холм под названием Шарфенберг или Острый холм. В середине XVIII века город был на вершине процветания. Тогда был построен комплекс сакральных сооружений. Он называется Кальварией, то есть крестным путем на Голгофу. Голгофа по-древнегречески череп. Так называли холм возле Иерусалима, где распяли Иисуса Христа. На латынь череп переводится как Кальвария, поэтому в римско-католических странах крестный путь называют Кальвария. Мы видели комплексы сооружений, посвященных крестному пути на острове Гоза, Мальта и в Португалии. В Банской Штявнице на крестном пути были воздвигнуты 17 часовен. 3 костела называются по своему местоположению – Нижний, Средний и Верхний. Дорога на Кальварию поднимается с запада на восток. Поэтому во время нашего утреннего восхождения мы двигались навстречу солнцу. В нижней части 3 часовни. В каждой из часовен барельефы из дерева повествуют о каком-либо этапе пути Христа. Сейчас они хранятся в старом замке, как музейные экспонаты. Далее видим Нижний храм, по-словацки – Дольный. Здесь 3 часовни, одна из которых посвящена Тайной вечере. Прямо над Нижним храмом видим распятие. Это последняя стадия крестного пути, к нему паломники подходят уже на спуске. От Нижнего храма открывается вид на Средний и Верхний и несколько других часовен. Слева часовня на Масличной горе. Далее видим Средний храм с часовней Святой Троицы. Со времени своей постройки Кальвария была известным паломническим местом. Длительное время в 20 веке об этой Кальварии никто не заботился. Религиозные здания подвергались воздействию природных стихий, они привлекали и грабителей. В 2007 году было признано, что Кальварии грозит разрушение. Состояние Среднего храма показалось нам самым угрожающим. Комплекс был включен в список наследия ЮНЕСКО. Далее мы видим еще несколько часовен по пути к Верхнему храму, в том числе так называемая темница. На вершине холма – Верхний храм. По-словацки он называется Горный. Летом 2018 года мы видели работы по реконструкции Верхнего храма. Был объявлен творческий конкурс по спасению этого крестного пути. С 2008 года проводится постепенная реставрация сооружений. Известно, что реставрационные работы завершились к концу 2018 года. С вершины холма снова видим этапы крестного пути. Открываются виды на окрестности и центр города. Видны горные карьеры и стадион. Однако спуск с холма был для паломников, возможно, сложнее, чем подъем. Внизу здание с информацией для туристов. Обещанный лайфхак касается поиска стоянки в таких старинных городках, как Банская Штявница. Гостиница расположена на узкой средневековой улице. У нее не оказалось своей парковки. В таких случаях мы рекомендуем обращаться к администратору гостиницы за советом. Они всегда готовы подсказать бесплатную или недорогую надежную парковку.
Лучше спросить заранее по электронной почте, чтобы не крутиться по узким и крутым улицам, а сразу ехать на парковку. Мы также подготовили для наших зрителей подарок. Это список из 50 лайфхаков о том, как сделать путешествие менее затратным и более приятным. Если вы хотите получить такой подарок, напишите об этом в комментариях. А мы будем и далее рассказывать вам о городах и странах, о тех, у которых есть чему поучиться. Банска-Штявница смогла превратиться из горнодобывающего в туристический город. Браво! Если вам интересно узнавать о таких городах, подписывайтесь на «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Увидимся в следующем городе или стране.